Господа, здравствуйте! Новый год мы начинаем с интересного экземпляра. Дело в том, что изначально мы вообще хотели снимать эту машину на стрим-канал. Далее я думаю, ну, собственно, гелики, наверное, все их сняли. Набираю в поиске военный гелик и понимаю, что в принципе не так-то много уж их обзоров. И все военные гелики чрезвычайно разные, господа. Они, оказывается, есть короткие, длинные, тентовые, военные такие, военные сякие. Поэтому я подумал, почему бы не сделать этот тест действительно на основной канал. Техника редкая, техника интересная, техника совсем не такая, как вы привыкли видеть. Техника, господа, военная. Гелендваген с 460 там кузове, да, не все время хочется 63-м сразу сказать, по привычке уже. 1980 год, 156 сил, армия. Едем. Не-не-не, его нужно сюда смещать, Костя. Сюда. Весь целиком, да? А, провод не хватает. Провод не хватает, да. Но он реально съемный, да. Так-то мы его снимем, окей, я провод отключил, как он светить-то будет? А ты не отключаешь его, у тебя должен быть длинный провод с собой. На собой Вот именно прям, да, и все. Слушай, это удобно. Едет сзади чувак, а ты не идешь. А ты ему это, ну-ка, сейчас, погоди, я покажу, я докажу. И теперь мы вот это вот совершенно спокойно снимаем. И? Только не говори, что это магнит. Это магнит. Да ладно. Это магнит. Он магнитится. Магнитись куда хочешь. Да. Если бы вот это было отпущено, то ну, он магнитится как бы. Да ладно. А, слушай, ну да. Не то чтобы... Офигеть, видишь, вот мы думали, простая машина, а сколько всего прикольного в ней. Да, мы-то Так думали, это собственно, вообще ни о чем. И вот так вот, говори, Ска, говори. Слушай, и все это еще вот... Меня вот это шокирует. То есть это явно еще серво. Ну да. Которая откуда-то управляется. Ты недооценивал, Костя, эту машину. Тихо, я погоди, её не пульт, недооценил. а пульт. Тище, Да. Костя, это пульт тище. Ну, чтобы вы понимали масштаб, да, вот. Посмотри на себя и на мою антенну теперь, а теперь снова на себя. Короче, все, допрос начинается, пацаны. Рассказывайте, где танки. Я вам еще раз повторяю, где танки, Владян, говори. Ты будешь говорить. И вверх-вниз, ты смотри. Ну, понятно, что это современное, по пульту чувствуется, что это современное. Это не 80-й год, хотя батарейка 9-вольтовая. Прикольно. Нет, это вообще кайф. И прикинь, такой сидишь в тачке, такой, типа, что в кустах, да? И посмотрел ночью, что в кустах. Обалдеть. И выключается этой штукой. И она еще и съемная. Нет, это супер. И если с фароискателем мы еще разобрались, то вот к этому, видимо, должна быть, ну, отдельная какая-то радиостанция в салоне, которую ты используешь по назначению. Плюс, заметьте, что есть колпачок, и, скорее всего, антенна еще может удлиняться вверх. То есть сюда вставляется еще какая-то приблуда, что в целом довольно логично для решения оперативных задач. Это все немецкое, в отличие от фароискателя, на этом уже куча надписей на языке. Есть, причем, индекс 1095, что, возможно, говорит мне о том, что автомобиль был в свое время переоборудован, и поскольку сам он 80-го, или это просто индекс, просто вот так совпало. В общем, в любом случае, как мы видим, техника подготовлена. Этот бампер силовой. Вот здесь содержится специальное отверстие, в которое вы вставляете палец для того, чтобы эту машину буксировать. То есть конкретно этот бампер и является же его, собственно, элементом для буксировки. Хотя серьга снизу есть. Да, снизу еще куча защит. Это все вот просто пластиковое, очень хлипкое, дурацкое, но неважно.
Мы, честно говоря, не знаем, что вот это значит, вот этот номер, он значит C99, видимо. Под капотом у нас, соответственно, 2,7 литра на 156 сил. Все это на массу там 2,5 тонны. Я думаю, что в городе тест мало кому интересен, да, то есть оно едет, оно греет, и самое главное, оно на автомате. Вот в чем преимущество. Подготовки внедорожные у нас минимум, АТ-шная резина, воздухозаборник у нас прямо здесь. Это все так и было с завода, это сток, то есть, в принципе, брод нам доступен в лучшем случае, как говорится, значительно выше колена, но это уже на грани, потому что если хотя бы волна пойдет, то это сразу все забирается на впуск. То есть есть одна кастрюля с воздушным фильтром, и, собственно, сразу же уже все идет это в инжектор, который здесь уже все-таки инжектор. В 80-й год, господа, а такой двигатель, как я понял, устанавливается на гелике с 79-го, и это уже 2,7 литра, инжектор и автомат. Круто? Круто. Короче, мы сейчас немножко погуглили и в итоге поняли, что, по-моему, каждый военный гелик, он особенный. То есть, даже если у вас есть 2-3 военных гелика, про каждый из них можно снять вполне, наверное, полноценный обзор, потому что всегда существуют опции. На каком-то нету этого, на каком-то есть то, решеточки, бампера. Все, даже бампера, они были разные, понимаете? То есть, в этом прикол, что всегда есть разнообразие. В этом же разнообразии очень хорошо преуспел тот же самый AliExpress, на котором всегда огромный выбор товаров по ценам, которые гораздо лучше, чем у нас здесь в стране. И, кстати, на AliExpress скоро стартует грандиозная распродажа, которая начинается с разогревом с 8 по 10 января. В процессе этого разогрева вы можете собирать купоны для того, чтобы получить дополнительную экономию. Сама же распродажа состоится с 11 по 15 января, а благодаря кэшбэк-сервису Letyshops вы можете покупать любые товары с AliExpress еще выгоднее, так как с 11 по 13 января можно увеличить кэшбэк в 3 раза, до 15%. Но помните, что количество активаций такого кэшбэка ограничено, и у вас есть несколько часов для совершения покупки. Так что все, что вам сейчас нужно сделать с этими новыми полученными знаниями, это перейти по ссылочке в описании и закупаться выгодно на AliExpress вместе с Letyshops. Проходите. Если вкратце, господа, попробуем небольшое препятствие, на которое в прошлый раз уже проезжали многие машины на, собственно, видео, которое выходило до этого с Дэрвейсом. Вы его найдете здесь, если что, по подсказочке в углу. Мы вот в этой чашке все тут развлекались очень глобально. Задача сюда въехать в эту чашку, в ней развернуться и из нее выехать. Едем мы для начала просто на понижайке, давление в колесах 1. И это давление для этой машины уже считается очень низким, потому что она реально тяжелая. Колеса плющат, будь здоров. Без блокировок. Но блокировки у нас в наличии, естественно, поскольку это гелик 2. Я чувствую, что мы просто заедем и... Он очень хорошо карабкается. У нас только проблемы с обзором назад, потому что сзади у нас... Сзади кто у нас? А, пленник. Нет, решетка сзади. Вот это вот немецкая тонировка стальная. Слушай, геометрия неплохая у нее. Ну-ка, мы бампером типа чертим, но не цепляемся. Вот это прикольно, да? Блокировки у нас включаются с вами очень хитро. 2 рычага поднимаются. Вот такого я еще не видел здесь. Напоминаю, что мы просто на АТшке. Очень хочется уехать прямо, но не вывезет. Ничего себе, дедушка едет прямо. Все, теперь надо отпустить блоки, чтобы они нам не мешали поворачивать. И уже поворачивать. Не, ну дедушка едет прям замечательно, мне нравится. Нам надо, знаешь, куда ехать? Нам надо ехать сюда. То, что в прошлый раз только боевка смогла. Так, давай все-таки все блоки опять вытащим. Они нам сейчас реально пригодятся. Сейчас понижайка, привод. Ну, тут придется наши любимые хода. Почти. Да он выйдет сейчас. Он реально выйдет. Дедуля может. Мощь. Слушай, да? Не, мне нравится. На самом деле,
очень много ходов подвески, действительно хороший запас по мощности, сбалансированные передачи, нужная понижайка. Ну, в принципе, что я удивляюсь, это гелик, конечно. Все блоки, хорошая обзорность. Офигеть, как он едет на просто АТ-шной резине. Да, это точно лучше, чем Darways. И, наверное, даже лучше, чем УАЗ Патриот. И это 80-й год, ребята. Это 80-й всего лишь. Короче, значит, из первых... да какая разница, зато смотри, мы что поняли-то. Вот, собственно, сюда вставляется шакало, вот так палец, зато я теперь могу вам это показать. А в стоке это закрыто позорно табличкой с номерным знаком. То есть, на самом деле, это и есть та вещь, за которую эту машину надо будет, если что, тянуть сюда. Просто ключ вставляется и так далее. Значит, самое главное, сумасшедшие хода подвески. Работают блокировки. Блокировки, причем, как я понимаю, типа гидравлические. То есть, они... По-моему, не пневмо, потому что вы вытягиваете на себя рычаг, и блокировка сразу же срабатывает. То есть там или гидравлика, или какая-то вакуумная хитрая ерунда, которую вы как шприцом так вытаскиваете этими приводами. Интересная штука. Очень тяжелые по ощущениям, потому что сейчас в колесах по килограмму они прям реально плющатся. На ходах они плющатся нереально. Спасает только то, что у нас есть бэдлоки. Хотя и односторонние, но тем не менее бэдлоки. То есть 0,5 на этих колесах уже будет не накачать, потому что он их прямо до диска проминает. Ну а так действительно очень круто. Все прям супер едет, очень нравится. Забавная машина. Просто слишком тяжелая, не нужно на оффроуде столько веса однозначно. Учитывая, что это не броник, и из дополнительного веса здесь могут быть только эти щитки, какой-то там люк, небольшие усиления, допустим, силовые бампера, но это не броник, но нету и салона. То есть абсолютно нет салона, нету даже ковриков. То есть через это он должен весить примерно столько же, сколько весит обычный гелик. Не супер тяжелее, но ощущение просто, что на бегемоте на каком-то под 3 тонны как будто там веса. Это странно. Вот хочется такой же легкий. И это будет, конечно, пушка. Так, пацаны, мы прочухали, как работает эта фишка. Оп, это снимается. То есть C всегда остается C. На обороте нету D. А здесь 9, 0. Погоди, не все цифры-то. 9. Они с другой стороны. Да? Проклятие! Какие вы умные, а я не такой. Короче, да, и все цифры в итоге, да? 3, 1, 2, 9. Какой ставим? 69. Ну, был 9, а стал 69, да? Ну, давай 69. Хорошо. Здесь, короче, местные все шутки про бойцов НАТО идут постоянно, поэтому как бы... А это не шутки! Ребята, в этом-то и прикол, что это не шутки, это реальные ЛГБТ-бойцы. Ну вот теперь да, теперь это больше похоже на армию НАТО. Ну, что поделать. Едем так. Интересно, какая могла быть оперативная необходимость менять этот номер, и все-таки за что он отвечал? Вот, но об этом мы прочитаем в комментариях наверняка. Стопудово, я уверен, есть люди, которые во всем этом шарят. Это номер какого-нибудь подразделения. Хорошо, если это номер подразделения, зачем его постоянно менять? Нет. Значит, это номер какой-то колонны, чего-то. Хотя, опять, зачем его менять? Что это мог быть за номер? Это же не маршрутка. ЛГБТ-маршрутка. Поняли только что. Нет, но, короче, в комментариях нам наверняка люди напишут, про что. Вот про что эти цифры. До сих пор неизвестно. А, может быть, известно? Нет? Вообще, где она работала? Что это за машина? Сложно сказать. Сложно сказать, где она работала. Это самая точная информация, потому что есть вот такая штука. Вот эти кельтские кресты, это как-то вот все интересно. Она охраняла, видимо, Георга какого-нибудь, крестоносца, в общем. Ну, не иначе. В общем, такие щитки. При этом это все не бронированное. Стекла при этом еще тонированные, не знаю кем. Щиток, естественно, как вы понимаете, это бойница. Он может быть вот так изнутри. Ну, вот сейчас показываю прямо на себе. Вот так вот.
И все. И хана тебе. Сейчас я откроюсь. Соответственно, то же самое есть с обратной стороны, но гораздо интереснее предназначение вот этой бойницы. Потому что она делает вот так. Здесь, собственно, замочная скважина, которая может эту штуку открыть. Также есть барашек, который что-то нам, видимо, может открыть. С одной стороны, казалось бы, но под ним еще гайка, которая намертво этот весь лючок держит. А изнутри у этой конструкции еще более интересная приспособа. Такое ощущение, что это для передачи денег или чего-то. Сейчас объясню, потому что это очень, непонятно мне лично. А здесь также эти щиты, также фароискатели, уже в этот раз механические. У нас причем также тоже с ручками. Очень интересно идет выхлоп. Дело в том, что у нас бак висит сзади. Выхлоп идет между рамой и баком. Места для выхлопа между рамой и баком не хватало, поэтому в месте прохода под рамой выхлоп сплющен, чтобы он все-таки там влез. Это прям очень интересно. Естественно, сама калитка у нас, которая открывает доступ к багажному отделению. Здесь же находится лючок бензобака, который обычно все переваривают, потому что на самом деле военных геликов довольно много, но они типа не котируются. Все хотят гелик, чтобы он был гражданский уже, поэтому обычно эту штуку заваривают и лючок бензобака переносят на то крыло. Типа, что это не военная тачка, потому что военные считаются более ушатанные. Все, сейчас оттаю замок и расскажу вам, или не расскажу, а пытаемся вместе объяснить тайну происхождения вот того лючка. Так, все, это мы открыли. Ага, в этом и прикол. То есть, что за люди здесь ездили? Это кофемолка, мясорубка, кисть, да, туда на допросе складывали. Вот это вообще необъяснимо просто. Это причем реально... Вот из чего. Ну вот, это кофемолка, она как-то загружается, наверное, даже вот... Так, вот она открывается, вот сюда что-то можно засыпать. Это что-то молоть, очевидно. А что здесь нужно молоть? Я не понимаю. Уничтожать какие-то улики или что? То есть там реально вот внутри все, шнек стоит. Молоть чепуху, скорее всего, здесь надо в этом всем, да? Дальше это вот так все вставляется. Просто необъяснимо. Это раз. Два, что необъяснимо, вы посмотрите, что с этой стороны в лючке манжета. То есть человек, передающий оттуда туда или отсюда туда, они еще через манжету руку засовывают. Что здесь сначала молят, а потом передают туда? И почему оно закрывается оттуда на ключ? То есть типа инкассаторские движения какие-то или что? Я вообще не... Это самая странная армия в мире, это однозначно. И у нее очень непростые задачи. То есть им нужно что-то перемалывать. Именно вот так через рукав туда отдавать, чтобы никто, видимо, не видел или что тут. Я просто не представляю. Но хорошо, допустим. То есть чем занимается человек в багажнике, это вообще тайна. Но очень хорошо понятно, чем занимается человек на заднем. Сейчас расскажу. Так вот, человек сзади был также человеком весьма необычным, потому что, во-первых, что у нас есть по правому переднему креслу, да? Оно ездит как обычно, вперед-назад, вот это вот все есть. Далее, есть вот такая ручка, которая делает магию в виде того, что переднее сиденье целиком уезжает вперед. Получается огромное место. Вы думаете, что это лонг? Вы думаете, что это для комфорта? Ни в коем случае. Вот здесь лежал ствол. Причем, как вы видите, это винтовка. Это или автомат, или прям конкретно винтовка. Он отсюда открывался. Далее откидывался люк. Он высовывался вот так. У него, причем специально, обратите внимание, мягкие борта. То есть это специальный люк, чтобы из него стрелять вот этим стволом. И все это вот так вот. Вот так вот просто во все это было. Постоянная, короче, военная жуть здесь происходила. Для этого человеку нужно было много места, чтобы, естественно, крепиться. Водитель во все это время продолжал ехать. И тут мы понимаем, что нет, это все-таки военная штука. Что это не кофемолка здесь молола какие-то неправильные зерна, которыми, видимо, дальше стрелялись в неправильных людей. И это очень крутая тачка. У правого пассажира при этом есть столик для решения каких-то оперативных боевых задач. То есть, если мы даже так закроемся,
то я вот даже вот так сижу совершенно спокойно. Сюда можно, ну, видимо, разложить карты, потому что столик формата под листы А4. То есть это так называемый... Вообще-то это плоттер. Карт-плоттер типа. Ну вот, еще как это называется, я забыл. Планшет. Да, планшет, точно. Это планшет, да. То есть реально вот такой планшетный столик под то, что здесь разложить карты. Соответственно, чехол под пульт. Ну, видимо, пульт все-таки современный, я вообще подозреваю, судя по пленочке, да. Пленочка не с 80-го же года, наверное, да, осталась на пульте. Но, тем не менее, это был явно вот чехол под пульт или под рацию, которая здесь была, потому что есть отдельная кнопка, которая очень похожа на радиостанцию включения вот здесь. Она находится у правого пассажира именно. Видимо, при этом же активировалась эта антенна мощная, которая спереди стояла. Из новодела есть еще вот такая штука. Я верю, что она была подобная здесь, но чуть-чуть другая. Ну, не знаю, потому что вот это в 80-м что-то мне слабо верится, что было. Могло быть такое, ты считаешь? Но у нее вот есть штатное место здесь крепления, она вот так. То есть, соответственно, под планшет ты мог сидеть и вот так себе сюда светить, допустим. Что в целом довольно удобно. Слушай, насколько вот все-таки, да, казалось бы, тачка просто дерибас. Ну ничего нет здесь такого, ну ковриков нет, все. Вот крутилка в двери одна и подлокотник, больше ничего. А мы уже битый час про нее рассказываем и каждый раз офигеваем с того, что видим. Вот это и называется машина специального назначения. Короче, самое главное, пацаны, с блокировками я угадал. Игоряна, повыдергиваете два грибочка, которые у тебя под бедром. Да, они туго идут. Вот, раз блока зашла и два, смотрите. Реально тормозные цилиндры, ну или просто, грубо говоря, главные гидравлические цилиндры, да, рычажками выдергиваются, и дальше гидравлика идет по трубкам на мост. Простите за мой гундосый голос сейчас. Раздача отдельно матерой висит, карданы, просто убийцы, карданы лютейшие, огромные. И гидравлические две блокировки, которые втыкаются в любой момент, когда вы захотите. Неважно, привод задний, передний. Что там происходит, абсолютно неважно. Поддон коробки, кстати, уже сварной новодел. Старый, видимо, пробитый, он алюминиевый. Видимо, с ним уже проблемы были, с этим поддоном, потому что он новенький. Ну, собственно, это пока все, господа, снизу. Больше мы с вами тут ничего полезного без ямы не увидим. Так, короче, смотрите, произошла ситуация, на самом деле, странная, но такой... Вы слышите, да, это прекрасным образом. Дело в том, что мы сейчас сели, просто, причем машина сюда же доехала сама, ну, как бы выехала с горки. Сели, я такой сел, включил драйв, нажал, дум, удар, все, машина встала. Карданы при этом у нас не крутятся. При этом, если мы заведем с вами в нейтрале, то коробка не реагирует на включение передач. Да, и паркинг не воткнуть, потому что, соответственно, она крутится, да. Карданы при этом не крутятся. Раздатка у нас висит отдельно, как вы только что видели в видео, от коробки. Соответственно, карданы все недвижимые, то есть с хвостовика коробки момент не выходит. Таким образом порвало что-то в карабасе. Конкретно что порвало, или вал, или планетарку, это вопрос хороший. Но однозначно коробки хана, потому что даже при этом даже в паркинг тяга ходит, протестировали, все нормально. То есть рычаг КПП соединен с коробкой, тягу не оборвало, но... Вот сейчас, видишь, паркинг встал. Вот. А вот... Ну все, и обратно его не задвинуть. Но видите, я вот переключаю реверс, все не движется. Так что, к сожалению, по тяжелой. Ну что, у нас здесь, во-первых, правило сломал, купил. Так что, если ребята из Well Goods Garage согласятся, то, я думаю, нам еще и выпадет честь этот гелик починить, что будет весьма интересно. И я надеюсь, что когда он починится, все-таки у нас будет второй какой-то более позитивный выезд, где мы вам обязательно покажем, как он едет. Но в любом случае, конечно, 80-й год, да, все могло быть. И мы сейчас на горку заезжали довольно жестко. Я не вижу в этом, на самом деле, какого-то там краха или каких-то претензий к гелику, которому, на секундочку, 40 этому гелику, а, ребята? Но, тем не менее, мы встаем на трос и движемся в сторону эвакуатора. Да, это оффроуд, такое бывает.
Преимуществом является то, что машина еще заводится. Кстати, едем на паркинге. Ну, давайте на всякий случай, да, нейтралочку. А то вдруг там что-то перемкнет в обратную сторону, и мы угорим. Ну, хотя бы есть печка, есть тормоза, есть гидрач. Все работает. Че скажешь, Никитос? Я скажу, что дедушка все равно супер бодрый. Прямо для 40-летней машины это космос. Ну да, порвала карабас. Ну, это оффроуд. Но в целом все нормес. Движемся. У меня на самом деле главный вопрос, и он не гелику, а больше ко мне. Какого черта, по-моему, это уже 5-я или там 7-я коробка за последние полгода? Я повелитель автомата, по-моему. Ну, хотелось бы хотя бы, чтобы он был хотя бы Калашников. Причем мы уже перешли на мерседесовские коробки, и все равно я их рву. Вот такая ситуация. Что касательно самого Мерседеса, конечно, очень интересно. Машина и собрана, очень интересно выглядит. Самое главное, она очень интересно едет. Довольно-таки, я бы сказал, комфортная. Да, понятно, больших скоростей мы не разовьем. Еще, по-моему, немного на трассе, когда мы перегоняли, аж шимми что-то появился. Но это все, в общем, ерунда, не имеющая никакого отношения к тому, что по факту это супер замысловатая, очень интересная, очень редкая и очень классная машина. Таких машин, как вы понимаете, ну, нельзя просто пойти купить куда-нибудь или взять у знакомых. Эту машину нам предоставили наши давнишние друзья. Это Well Goods Garage. Поэтому я очень надеюсь, что когда она починится, ребята все-таки снизойдут еще раз вторую коробку нам отдать на растерзание, и тогда мы уже точно проедемся на ней как следует. Может быть, с кем-нибудь рядом эту машину поставим, потому что очень интересно. Вот это на самом деле даже должна быть лампочка, видите, то есть сюда должен заходить провод, и здесь должно что-то светиться, когда, что, где. То есть, видимо, нужно найти какую-то историческую справку, ну и в целом, если бы гелик не был таким тяжелым, по крайней мере, по ощущениям, потому что, ну, фактически и реально, наверное, очень тяжелый, гелик был бы действительно идеальной машиной. Так что ждем починки именно этого автомобиля и тестируем уже как-нибудь в очень интересных условиях. Спасибо вам, что смотрели этот видос, огромной вам всем удачи, огромной удачи в Well Goods Garage. В поиске наверняка этой очень распространенной и очень дешевой коробки, я уверен. Пока!